Деятели выполняют незаконную торговлю. Вон, посмотри, там висят у него там всякие сметы и прочее, вон стоят и калькуляторы. Я патриот своей родины. И я хочу самого лучшего для своих соотечественников. Тормозни. Давай, тормози. Нам пару слов, долго вас не задержим. Вы только что сами видели, что торговля здесь ведется в соседнем помещении администрации. Сотрудники с нами общаться не захотели, комментарии администрации никаких не дала. Практически год вы уже ведете незаконную коммерческую деятельность. Здесь активнейшим образом ведется торговля. Множество торговых точек, где представлено только ООО «Ритуал Р1». Добрый день. Все, мы пишем заявление, что вами было отказано предоставить материал для ознакомления. Если вам нечего больше добавить, то на этом мы откланяемся. Приветствую! Мы с вами познакомились в прошлом выпуске, но я хотел бы вам рассказать, кто я такой и почему решил заняться этим делом. Меня зовут Вадим Назаров, я патриот своей родины, и я хочу самого лучшего для своих соотечественников. Когда Андрей мне рассказал о проекте, я понял, что могу быть полезен в данном направлении, и считаю своим долгом помочь выстроить систему так, чтобы граждане нашей страны, когда в их дом пришло горе, смогли достойно проводить своих близких в последний путь. Сегодня в выпуске мы проедемся по кладбищам Московской области и попытаемся узнать, кто и как занимается реализацией ритуальных товаров и услуг. Почему именно торговые точки? За время работы ассоциации и общения с коммерсантами мы выяснили, что начать коммерческую деятельность на территории кладбища обычному предпринимателю просто невозможно, а место это намного прибыльнее, чем за забором у дороги. По всей вероятности, работа ведется на крайне удобных условиях для администрации кладбища. История с Тимошкинским кладбищем Красногорского района тянется уже на протяжении полугода. Удалось закрыть продажу цветов, а вот торговая точка с камнями и другими услугами оказывает активное сопротивление, и ей даже удается оставаться невидимой для правоохранительных органов. Отправленное около месяца назад заявление на доброделе висит со статусом на рассмотрении. Мы решили взять инициативу в свои руки и активизировать процесс идентификации данной точки. Приехав на место и убедившись, что торговля ведется, мы вызвали наряд полиции. Деятели выполняют незаконную торговлю вот в здании администрации. Вон, посмотри, там висят у него там всякие сметы и прочее, вон стоят и калькуляторы. Давай сейчас попробуем пройти в администрацию. Она уже закрыта, да? Молодой человек, подождите, не уезжайте. Тормозни. Давай, тормози. Молодой человек, пару комментариев можно услышать от вас? Куда вы убегаете? Ну дайте нам пояснение. Нам пару слов, долго вас не задержим. Вы только что сами видели, что торговля здесь ведется в соседнем помещении администрации. Сотрудники с нами общаться не захотели, комментарии администрации никаких не дала. Будем работать по ним дальше. Через несколько часов приехал участковый, но вот заходить на территорию кладбища он отказался. Он утверждал, что это не его территория и полномочий проверять торговую точку и даже заходить на территорию не имеет. Так еще и снимать его категорически запрещено. Я только приму заявление, пойду на следующий вызов. Я сегодня выездной, только по происшествиям. Беру заявление, опрашиваю и уезжаю. Я не могу, я вот на вот это вообще мог бы не уезжать, понимаете? Должны приехать в отдел, были написать, я им предложил. Такая ситуация. Конечно. Нет, ну... То есть здесь нет, вообще такого нет, подождите, стоп. Криминальный, на самом деле я с вами не согласен, товарищ участковый, потому что вы выехали, но вы обязаны были выехать, мы же вас вызвали, правильно? Нету такого, что у вас нету настроения, и вы не приехали, у вас более важные дела. Конечно, если где-то кого-то убивают, конечно, вы туда. Конечно, по приоритету, все правильно, да, но мы тогда ждали 2 часа. Даже служба другая. Смысл? Слово записано верно, мной прочитано. Вам будет письменный ответ о проверке. Куда направили материал или какие меры. Зачем приезжал, абсолютно не ясно. Но мы составили заявление, по которому он уже будет обязан провести проверку и дать ответ с результатом. В целом, нам и необходима подобная реакция. Перейдем к следующему кладбищу – Лайковское, Одинцовский район. Прибыв на место, убедились, что здесь ведется коммерческая деятельность, и даже удалось зафиксировать факт передачи денег. Здрасте. Вот на улице, которые оградки стоят вот из этого профиля, это вот такие вот, они все стандартные, типовые же. Да. У нас там получается 2,10 на 2,10, да. Вот так 2,10 на 2,10. Ну, 2 на 2 на 16 тысяч, а так будет, ну сколько, ну хорошо, пусть 17, где-то с людьми. Вот примерно так. Смотрите, если вы приходите с 1 12, допустим, там, по-моему, 1 на
Третье. Мгм. Вот это будет бесплатно. Вызвали сотрудников полиции. Прибывшие сотрудники были компетентны в вопросе, провели должное расследование, приняли заявление и объяснение со стороны владельцев торговой точки. Вот здание администрации. Вы арендуете это помещение, да? Можно документ тогда предоставить? Документ какой? На аренду вот этого помещения, на ИП. Значит, в январе месяце господин Соловьев, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. да, который приходили сюда, делали обыск, забрали абсолютно все документы. До сих пор не отдали, документы у них. Все, что у меня на осталось, какое-то уголовное копия, это дело. вот. Да. Возможно. Какой-то акт по изъятию документов оставили они вам? Ничего, Они они ничего не абсолютно, они провели этот здесь, Вообще провели в отсутствие, скажем так, вообще здесь никого нет. По почте также вам ничего не Ничего направляли? не прислали. Странная ситуация. Практически год вы уже ведете незаконную коммерческую деятельность. Ну, потому что отсутствуют даже документы разрешающие. Вы могли бы написать ответное какое-то заявление, чтобы вам разъяснили, Написали. приехать. Мой Но адвокат писал. если вы писали, у вас должно быть, значит, зарегистрированы входящие, исходящие ваши все заявления. А они же у вас отсутствуют. Все обращения регистрируются. Пока все. Да. Только что мы вызывали наряд полиции для выявления факта незаконной коммерческой деятельности. Ну, по факту написали заявление, попросили предоставить документы, подтверждающие правоспособность работы данной организации. По факту выявили отсутствие этих документов. Есть только копии, которые не разрешают вести коммерческую деятельность. По данному факту было написано заявление. Ждем расследования. Будем ждать результатов проверки, но на этом мы не остановились. Нам необходим был ответ, на каком все-таки основании происходит торговля. Поэтому отправились на Богородское кладбище в Ногинск. Здесь активнейшим образом ведется торговля. Множество торговых точек, где представлено только ООО «Ритуал Р1». Добрый день. Да, хотелось бы уголок потребителя, да? Есть он у вас? Так, а почему должным образом не сформирован уголок потребителя у вас? Давайте, конечно. 346 minutes later. Прибывший наряд подошел к работе крайне ответственно, запросил и предоставил нам все документы. В них-то мы и увидели основания. Вы исполняющий обязанности? Я не исполняющий обязанности, я просто представляюсь. Вы просто представляете как руководство, поэтому хотелось бы понять просто, кто вы. Ну, я к руководству не имею отношения, я просто сам говорю, что Ответственное лицо? не ответственность. Ну, вы говорите, отсутствует директор на месте. Мы его ждем, он сейчас подъедет. Мы с ним связывались, да, но он сейчас не может приехать. А, то есть Сейчас приехать он не я сможет. Сейчас это везде, а он 200 километров находится. Вам он нужен в любом случае. Так документы. Вам же правильно интересуют документы на товар и факт того, почему отсутствует уголок. Отсутствует уголок, да, договор, на основании которого ведется коммерческая деятельность. Он же есть, наверное, у вас должен быть. Ну, мы все это находится в бухгалтере, в офисе. Мгм. А офис в Ногинске. Он на дому работает, на удаленке. Такие документы должны быть Находиться на месте, в конечно. любом случае должны быть на месте. Можно насчет здания в субаренде, что я там выяснил? Вам нужен какой-то договор нужен или что? Как минимум. А вы попросите... Общественный контроль. Сейчас связались с их начальством, что они все предоставят. Да, Здесь мне замечательно. копию договора показали, Мгм. он у них имеется, у Мгм. них их 3. Они одно из зданий брали по частям. Не вот это здание, вот это взяли по частям. Сначала одну часть, потом вторую. То есть на это здание 2 договора. Вы занимаетесь реализацией, да, данной продукции? Уголок потребителя у вас отсутствует. Почему? Можно задать такой вопрос? Без комментариев. Договор, на основании которого вы здесь находитесь? Бухгалтерия. У вас на месте его? Все тоже в администрации. Тоже в администрации, да? Это администрация получается. Хорошо. Значит, у вас такая похожая ситуация, ясно? Значит, заявление нужно, да, потому что факт проверки все равно нужен. Коммерческую деятельность ведут на территории Московской области, а налоги платят в Москве. Это уже... Пришли уже бумаги на почте? Или пока не видите еще? Сейчас посмотрим. Последняя проверка когда была?
Вообще не было. Это все? Мне сейчас он распечатает полностью все. А договор один пришел? Сейчас второй придет, наверное. Уточняйте. То есть арендатор передается в аренду субарендатору. Да. Будет второй, да? А, вам один прислали. Так, а тот договор, значит, надо, получается, опять в администрацию обращаться, да? А они не прислали? Сказали, что только один им прислали. Связывайтесь, там еще договор должен быть. Оказалось, что все просто. Ритуал R1 арендует помещение ООО «Ритуал 21 век». Но подождите, Ритуал 21 век не является собственником земли или помещения. Да и не может, это же муниципальное кладбище. Что это, книга? Да, книга журнал вообще. Проверка. Она чистая. Чистая книга, без отметок. Первая отметка тоже должна быть. Да, пусто. Как не завели? Там написано. 18-й. Туда же положите, где и брали. Почему? Потому что в этой организации должен быть прямой договор с администрацией. Понимаете? Если его нету, то вы здесь находитесь незаконно. Не хотят предоставлять договор первостепенный, который был. Ну, вы представитель же можете показать? Ну, предоставили. Почему не предоставить? Из-за чего? Его нету, может? Делайте официальный запрос. У вас 3 договора. 4-20-20, 5-20-20, 6-20-20. Полный прислали только 5-20-20. Где есть остальное? Почему у вас его нет на руках? Хорошо, даже не на руках. Почему ваше начальство не может прислать? Вадим, можно остановить? Я понимаю, что вы просто заложник ситуации в данный момент. К вам никаких претензий нету, вы не волнуйтесь. Это самое. Просто суть в том, что мы вам сказали уже неоднократно, что заключение по данным копиям никакого мы вам вынести не можем на месте. Хорошо, мне сказали, что вам не показывают после этого, если вы отметку не сделаете в договоре. То есть, я так понимаю, что это шантаж просто-напросто. Ну, по-другому назвать это нельзя, это глупость. Видимо, есть какие-то нарушения, которые просто они скрывают и не хотят выстроить нормальный, конструктивный диалог. Все. Мы пишем заявление, что вами было отказано предоставить материал для ознакомления, для выявления подлинности ваших документов. Вот. Ну, в принципе... Если вам нечего больше добавить, то на этом мы отклонимся. Сейчас я перезвоню. Ну, мы будем в машине в патрульной тогда. Да. Письменное согласие арендодателя на субаренду нам показать не смогли. Если рассматривать условия, при которых Ритуал R1 стал заниматься в этом месте коммерческой деятельностью, выглядит примерно это так. Администрации объявлен конкурс на возможность заниматься в том месте торговлей ритуальными товарами и услугами. Ритуал 21 век побеждает по итогам конкурса. Ему для этого необходимо соответствовать заявленным требованиям. Заключает договор аренды, в котором прописана возможность субаренды. Подписывает договор с Ритуал R1 и уходит в сторону. Вопрос, зачем такая сложная схема? Получается, что конкурс, если он был, фиктивен. Ритуал 21 век довольно крупная компания. По данным СБИС, существует с 2015 года. И все это время занимается ритуальной деятельностью. При этом выручка составляет всего лишь 18,9 миллионов рублей в год. Видимо, исключительно на договорах аренды, ведь для ритуального бизнеса это слишком мелкие суммы. Предстоит провести крупное расследование для того, чтобы понять, как выглядит картина в целом. Будем ждать ответа от полиции и передачи документов в Роспотребнадзор и в ФАС. В ближайшее время вас ждет еще несколько крупных расследований, которыми мы уже занимаемся. До новых встреч!